Очень просто, очень логично и все гениально просто. Забавно, что я вообще не знал о существовании этого дебюта. Буквально одна партия в жизни была сыграна здесь. В чем смысл, честно говоря, не знаю. Сложно что-то добавить, просто дебют прекрасный. Всем привет! Вы на канале Virtus.pro. Меня зовут Андрей Сипенко, и сегодня ставлю тир-лист дебютов за белых от лучших к худшим, по моему мнению. Ну, давайте по порядку. Вот каталонское начало у нас первым идет. Я думаю, что можно в тир-эс спокойно ставить. Много играл в своей жизни, ну, не так много, но приличное количество партий сыграл, несколько для меня памятных было побед над Винсентом Кеймером. Мы играли в супертурнире году в 23-м, по-моему. Тогда я прям довольно плотненько так посмотрел этот дебют, поанализировал, вот, и удалось какие-то партии выиграть тогда. Но вообще каталонское начало у меня лично главная ассоциация — это Борис Абрамович Гельфанд. Играет уже на протяжении очень многих лет этот дебют. И Даниил Дубов. Как-то так, конь f3, d5, g3, вот это вот. Каталон, так называемый. И здесь просто миллиард возможностей есть у черных. Можно пойти слон e7, слон b4, dc. В общем, в нынешнее время, мне кажется, не самый практичный дебют, потому что, ну, черные могут примерно выбрать любую линию из всех и глубоко ее посмотреть. Любой ход за черных хороший здесь. Вот. Но, тем не менее, у белых есть какая-то расстановка. Они там этой расстановки придерживаются. Позиция плотная, планы понятные. В общем, дебют великолепный. Поэтому, да, тир-эс. Ферзевый гамбит. Это, наверное, тоже прекрасный дебют. Еще там с самого начала развития игры. Получается он таким образом. Дебют тоже, наверное, сейчас одно из главных направлений игры за черных. Точно d4, конь f6, как бы такой базовый ход, базовая реакция. c4, e6 тоже все по классике, конь f3, d5. То есть он как-то получается очень, очень просто, очень логично и, в общем, все гениальное просто. То есть здесь то же самое. Прекрасный дебют, мы хотим сделать рокировку, просто развиться и потом уже дальше смотреть, как реагируют белые. Поэтому для меня однозначно тир-эс. Испанская партия. Ну вот здесь вот все дебюты, как бы они, за исключением, может быть, нескольких, которые я не поставлю в тир-эс, я думаю. То есть испанская партия — это однозначно для меня тир-эс. Один из самых лучших и богатых дебютов, которые сейчас могут быть и уже издавна таковыми являются. То есть e4, e5, конь f3, конь c6, слон e5 просто. Миллион возможностей есть тоже у черных. А6, конь f6, не знаю, слон c5, после а6 слон a4 еще миллион ходов. То есть позиция невероятно богатая. Можно и g6 ходить, и d6 ходить. В общем, просто можно разгуляться тут как следует. Прекрасный дебют, однозначно тоже для меня один из лучших сейчас дебютов. Дебют третий, я бы, может быть, ну, между тир-эс и тир-а для меня. То есть он однозначно дебют очень хороший и ставит проблемы перед черными, но для меня конкретно, наверное, можно в тир-эс поставить все-таки. Мне нравится простота, с которой получается этот дебют. По сути, белые ставят премув, то есть они ходят конь f3, и следующий ход у них g3, что бы ни сделали черные. Примерно. Вот. Там d5, g3. Да, тут тоже черные могут развиваться по-разному. Можно выводить белопольного слона, можно там играть g6, такие вот симметричные больше расстановки. Можно конь f6, там слон g2, e6 ставить. Можно центр захватывать. В общем, возможностей тоже миллион. Но белые тоже, у них есть спокойная расстановка, простая. То есть они там делают там рокировку, потом можно перейти, получается, в староиндийскую защиту с лишним темпом за белых, то есть мы потом хотим просто пойти d3, там, скажем так, и вот буквально мы получили там вот эту староиндийскую. А можно и не ставить d3, то есть дебют довольно гибкий, например, можно там здесь d4 пойти, например, так бороться за перевес. Здесь мы уже в каталон перешли. То есть тут дебюты вот так вот переходят из одного в другой. Мне дебют, в принципе, нравится. Я его не так много играл в жизни. То есть я в основном как-то e4, d4, а вот конь f3, g3 как-то в меньшей степени. Я бы шотландскую, наверное, поставил в тир А,
по крайней мере для себя. Черными она мне более неприятна, точнее. Да, Е4, Е5, конь F3, конь С6. Здесь белые играют D4. Такой агрессивный подход с дебюта ЕД, конь D4. Да, здесь возникают очень нестандартные позиции. Большинство их уже очень глубоко проанализировано, но запомнить все это не просто из-за белых, из-за черных. То есть из-за белых есть большие риски. То есть вот как-то так это все получается. Большая теория. Мне кажется, вот лет там сколько, 20-30 назад тут много было разных партий сыграно. Потом как будто бы популярность дебюта чуть-чуть уменьшилась. Часто используют, по-моему, Морозевич считается таким экспертом по шотландке. Ян Непомнящий неплохо ее трактует, мне кажется. Такой не для всех. У меня его хорошо трактовать не получается. Я особо, правда, и не пробовал, но из партий, которые я сыграл, у меня, по-моему, не очень хорошие результаты были. А черными у меня вот здесь больше проблем, потому что здесь часто белые проверяют именно конкретно, то есть проверка на память, так скажем. Бывало, то есть я там, условно, не повторил дебют и получил большие проблемы с дебютом. В тир А отправлю, потому что он, все-таки хороший. Если бы он был совсем плохой, я бы его еще ниже отправил, но так как дебют неплохой, то в тир А его оставим. Так, дальше у нас идет итальянская партия. Это, безусловно, тир С. Это дебют, в котором у меня, наверное, наибольшее количество партий из всех, которые здесь представлены. Я вот на Кубке мира прошедшем играл, по-моему, только итальянку. И вообще в последнее время, в принципе, в элите один из самых популярных дебютов. Условно, белые играют Е4, черные отвечают Е5, конь F3, конь С6. Здесь, по сути, есть итальянская, есть испанская, есть шотландская. Шотландская, как я уже сказал, такой дебют. Не так часто его на высоком уровне применяют, потому что, опять же, как я уже говорил, много изучено там, и риски, в принципе, для белых существуют большие. Да, и поэтому остается только итальянская и испанская, а как бы в испанской, как я уже говорил, есть миллион возможностей у черных. Сейчас, может, дебют не самый где-то практичный, но это не делает из него там менее хороший дебют. Иногда отпугивает то, что очень много у черных сейчас возможностей. А в итальянской возможностей, как мне видится, поменьше. То есть есть вот вариант со слон c5, есть вариант со слон e7, там с h6 есть вариант. Везде получается интересная игра, и да, мне кажется, что итальянская сейчас просто на высоком уровне один из лучших дебютов, да и не обязательно на высоком, даже на любительском. Получается он довольно просто, позиции получаются там интересные, можно спокойно играть. Английское начало — это тоже, безусловно, тир S. Английское начало — это у нас первый ход c4. Да, тоже это отдельный пласт, то есть как Е4, там, как D4, C4, примерно дебют плюс-минус на одном уровне, поэтому сложно что-то добавить, просто дебют прекрасный. Вот дебют Манциани, наверное, можно либо в тир А, либо в тир Б. Наверное, в тир А я бы его поставил. Я помню, что со мной один раз сыграли этот дебют, хотя у меня уже был рейтинг, может быть, по 2700 в тот момент. Может быть, там 2600, не помню точно. На каком-то довольно престижном турнире, вот в группе Б мы играли, я еще тогда был, мне лет 17, может, было где-то 18. И он со мной пришел Е4, Е5, конь F3, конь С6, и делал такой ход С3, что как раз-таки является дебютом Пансани. Я тогда вообще, я вот первый раз этот дебют в своей жизни увидел, партию в итоге проиграл, но даже не то, чтобы я ее проиграл за дебют, а там просто забавно, что я вообще не знал о существовании этого дебюта, не знал вообще, как здесь реагировать, хотя играл я уже на высоком довольно уровне. Идея белых здесь входит С3 в том, чтобы пойти d4 и бить пешкой, но у черных тут существуют разные возможности, как-то они вот конь f6 могут ходить, тогда d4, здесь какая-то теория. Вот d5 сразу есть ход, например, здесь какой-то ферзь c4 есть интересный ход. То есть на самом деле позиции это тоже, то есть у белых не хуже с дебюта, но и не лучше, если черные знают. А подловить, в принципе, можно. Особенно в быстрый блиц. Дебют, мне кажется, неплохой. Так практически сейчас не играют. Со мной вот буквально одна партия в жизни была сыграна здесь. Дебют нормальный, интересный.
особенно под Rapid Blitz. Дебют Вены — это, называть чуть по-другому, венская партия. Не знаю, да, конь c3, конь f6, здесь мы играем слон c4. В чем смысл, честно говоря, не знаю. Просто развиться, наверное, где-то белые, наверное, хотят пойти d3, и где-то f4 есть идеи у белых, как-то вот в более такой агрессивной манере играть. Здесь, например, есть ход интересный, конь e4, конь e4, d5, такая теория. Ну, здесь на конь e4 другие ходы, ферзь h5, начинается какая-то теория. Ну и другие возможности есть, то есть там можно просто пойти как-то там развиваться. Возможностей много. Дебют я в своей практике, по-моему, не применял, может быть, вообще. Наверное, в тир А пусть будет. В тир А, по моим ощущениям. Лондонская система — это между тир А и тир С дебют, мне кажется. Я бы, наверное, его даже в тир С поставил. Получается, он после d4, конь f6, скажем. Как-то так. В общем, слон выходит на f4. Очень крепкий такой вариант с довольно простыми планами у белых. То есть там дальше мы, скажем, партия может развиваться как-то так. Там слон d6, мы там можем слона убрать, развиться, конь идет на d2, пешка идет на c3 потом. Да, какая-то такая позиция. Потом у белых идея поставить коня на e5, скажем, ну вот как-то так. И белые там вот поставили этого коня на e5, потом какие-то виды на атаку, если он может идти на h4, конь на f3, там g4, там g5, может быть что-то такое. Но опять же, вот после дебют хороший, но есть очень много возможностей у черных. То есть можно по-разному буквально играть, можно c5, можно слон f5 играть, можно играть c5, там как-то ферзя на b6 ставить, как-то стараться более агрессивно ее вести. Стараться сразу дебюта в кость сыграть, так скажем. Вот. Но для меня дебют нравится, он такой простой, он получается сразу же, то есть там d4, конь f3, слон f4, черные воспрепятствовать этому не могут, схематичный довольно, наверное, да, как-то так, тир-С для меня. Спасибо, что смотрели этот выпуск. Пишите в комментариях, согласны ли вы с моим тир-листом. Подписывайтесь на канал Virtus.pro, ставьте лайки. Всем пока!